Приветствую вас, друзья, на своем канале. Сегодня хочу вместе с вами посмотреть, чем же занимаются мои орхидеи после того, как мы с вами произвели обрезку цветоносов. Давайте возьмем и посмотрим, что происходит на орхидеях. Вот это орхидея Майя, на которой мы с вами произвели обрезку. Посмотрите, ребята, вот так на солнышке. Она растит лист. Цветонос, который мы укоротили и избавили от засыхающего кончика, пока еще не сохнет. Но обратите внимание, появился новый цветонос. Видите? И давайте посмотрим, что у нее с корнями. Что происходит в горшке. Так, ребят, чтобы было хорошо видно, будем использовать солнечные лучи. Посмотрите, рост активизировался корневой системы. В общем, все замечательно. Вегетация и попытка вырастить новый цветонос. Меня это очень радует. Я за нее спокойна. Растет листовая масса, растет новый цветонос, нарастает корневая масса. Все прекрасно. Периодически я протираю листья с лимонной кислотой и произвожу обрызгивание. Так, еще одна представительница. Это биглип. О, ну здесь, друзья мои, вообще процесс идет полным ходом. Видите? Корневая опустилась в пляс. Цветонос, который мы укоротили, не показывает никаких признаков движения, но начал свой рост новый цветонос. Листика пока тоже нет, но она занята наращиванием шикарных жирнючих корней. Возвращаем ее в кашпо. Еще одна, ребята, наша красавица. Это уценка, которую мы абсолютно не знаем, как она цветет. Вот такой огромный лист уже она вырастила у меня. И вот мы скоро узнаем, как же она цветет. Корневой рост тоже присутствует. Видите, корни начали свое движение, начали рост из шейки. Сейчас, ребята, я удобнее возьму и покажу вам сейчас, что же происходит в горшке. Вот в горшке тоже активный рост корней. Посмотрите, о, нравится мне. Мне очень нравится. Вот здесь тоже растет корень. В общем, все пришло в движение, ребят. Все пришло в движение. Я с нетерпением жду первого распуска. Сначала жду бутончиков, а потом буду ждать распуска этих бутончиков. Вот такая красота. Здесь у меня цветет Joyride. Радует своим сочным цветением. Посмотрите, какой каскад. Замечательный сорт. Тоже растит листик, растит корешки и цветет. Девочки, это моя принцесса биглип. Посмотрите, я ее вчера протерла раствором с лимонной кислотой. Но не только ее, все орхидеи. Листики чистенькие. И вот она растит новый листик, корешки. И я посмотрела, что после обрезки цветоноса у нее началось движение в почках. Видите? Чешуйку на последней почке она оттопырила. Так что я надеюсь, что, возможно, она у меня еще раз процветет. В общем, ребята, вот такие результаты после обрезки цветоносов. Орхидеи начинают растить все, начинают пытаться даже
зацвести еще одним цветением. Я посмотрю, конечно, если орхидея начнет сушить цветонос, я его обрежу где-то в районе 1-1,5 см от основания. Ну, посмотрите, как набрался тургоролист. Хуже выглядели орхидеи. Сейчас, после того, как я пролила их и по листу протерла листики раствором лимонной кислоты, мне кажется, что их состояние улучшилось. Я заметила, что лимонная кислота, либо сок лимона очень благотворно на них влияет, ребят. Так что такой вот вам в копилочку лайфхак. Развожу кислоту лимонную на глаз. Это делаю я, конечно, неправильно. Я просто подкисляю водичку. Но правильно рекомендуют 1 грамм на литр. Так что если у вас есть чем отмерить 1 грамм лимонной кислоты, сделайте это строго по рецепту, а не так, как я. Ну, в общем-то, состояние орхидей меня порадовало. И я буду с нетерпением ждать нового цветения. Девчонки, немножко вам красоты в ленту. Красавчик, да? Сейчас знаете, что хочу с ними сделать? Это мой кухонный подоконник. Цветут красотки. Хочу листики побрызгать. Я беру перекись водорода и разбавляю. Это 3% перекись. Разбавляю 1 к 10 и обрызгиваю по листу с обратной стороны, да еще полностью. Ну, так делаю не часто, в основном делаю обычной водичкой, а перекисью раз в месяц. Но давно я это не делала. Вспомнила, что у меня есть перекись, тоже хорошее, ребята, средство. И можно иногда, не часто, вот часто не увлекайтесь проливом раствора перекиси в горшок, потому что убьете всю микрофлору. Все-таки она избавляет от некоторых проблем, но микрофлору тоже надо, чтобы она была хороша. Так, я же хотела вам еще вот эту красавицу показать, девочки. Вот эту. Посмотрите, посмотрите, кто у нас тут расцветает. А? Formation. Девчонки, ну кто-то говорит Formation, кто-то говорит розовый дракон. Уже жарко, солнце печет. Вот еще 3 бутончика. Но немножко не сформировался правильно каскад. Лимуша вам, как всегда, передает привет с утра, голосит. Ну, я не расстроилась насчет того, что бутоны в разные стороны, цветы в разные стороны. Я его люблю и таким. Ну, не уступает по красоте Арвен. Видите, какой. Так долго держит цветы. Обалденный. Такие конопушки. Конопушки. И еще рядышком еще одну конопушку вам покажу. Посмотрите. Трио. Это сезам. Сезам тоже очень долго держит цветочки. Так. Ну, в общем, вот я вам показала. Вот такие красавцы. Сезама возвращаю на свое место. Он тут у меня на аквариуме живет. Покормила рыбок. Красотки. Красотки. В общем, ребята, я использую, получается, янтарку иногда. Но больше тогда, когда уже отцветут. Использую лимонную кислоту. Использую перекись водорода. Ну и во время вегетации какие-то комплексные НПК, удобрения. Слушайте, ну роза вообще цветает, не очень эстетично выглядит в разные стороны. Торчат ветки, но вот этот цветонос прям под своей тяжестью, посмотрите, сколько бутонов. Видите? Открыла новые цветочки. Красопета. Ну, это вообще, этот красавец вне конкуренции, друзья мои. Не устаю вам его показывать. Буду показывать постоянно, вот сколько будет цвести. Вы уж меня простите. Но думаю, что вам тоже он нравится. До встречи на моем канале.